Ты можешь делать самые лучшие фотографии в этой вселенной и надеяться, что однажды встретишь фею, которая всем расскажет, какой ты талантливый. Либо ты можешь купить все баннеры Wildberries в своем городе. А можно воспользоваться бесплатным способом рассказать о себе при помощи своего сайта. Давай поговорим, как это работает. Я сделал себе сайт на Вифолио больше полугода назад. Получилась нормальная витрина. Ни о какой SEO-оптимизации я даже не задумывался. Хотя это практически единственный способ сделать так, чтобы твой сайт выдавался на запросы людей в Гугле и Яндексе. Например, чтобы когда вбивают запрос «лучший фотограф в мире», твой сайт выпадал на первой странице, сразу после платной рекламы. А не занимался я этим, потому что считал, что это очень сложно, долго и, скорее всего, дорого. Ведь, наверное, нужно кого-то нанимать. Но оказывается, все это можно сделать самостоятельно, быстро, а главное, бесплатно. Как ты уже знаешь, Вифолио – это один из конструкторов сайтов, причем заточенный под фотографов. Но почти ни у кого, кроме них, нет встроенных инструментов продвижения. Пошаговой инструкции, по которой ты сделаешь так, чтобы поисковые алгоритмы увидели твой сайт, оценили его по достоинству и подняли в поиске. Для этого сайт должен быть удобным. Должна быть четкая, понятная структура, должна быть вся нужная информация и должно быть понятно, как с тобой связаться. Желательно за пару кликов. Вроде бы несложно, но я посыпался уже на этом шаге. Сделал себе максимально минималистичный сайт. Логотип и фотографии. Чем именно я занимаюсь и чем могу быть полезен, было совершенно непонятно. Но сейчас у Вифолио появилась услуга разработки дизайна. Поэтому я закинул им весь нужный контент, а они выдали готовый сайт. Получилось все как по учебнику SEO-специалиста. Удобно, быстро, понятно. Но это была только первая и самая веселая часть оптимизации. А теперь начинается вторая. К сожалению, одних красивых фотографий недостаточно. Поисковики не смотрят фотографии и не выдают твой сайт в поиске просто потому, что там красиво. Возможно, скоро так и будет, но пока что они читают твой сайт. Если на главной странице не написано, что именно ты снимаешь и где, они не поймут, на какие запросы его выдавать. Ведь первое, что они делают, это смотрят первый заголовок на странице. И если там написано «Привет», то поисковые роботы скажут «Пока». Вроде бы это очевидно, но не все про это задумываются. Чтобы еще сильнее помочь им разобраться, нужно соблюдать несколько несложных правил. Для наглядности давай покажу, как это настроено у меня. Заходим в настройки в панели управления, а там заходим в раздел «Главные настройки». То, что они главные, говорит о многом. Здесь ничего сложного. Нужно заполнить всего 3 поля. Название сайта, то есть кратко написать, а что это вообще за сайт. Подсказки рекомендуют указать, чем именно ты занимаешься, где и как тебя зовут. В следующем разделе уже более развернуто рассказываем про свои услуги и в целом про содержание сайта. Третий раздел – это информация, которая будет отображаться в самом низу сайта в футере. Сюда можно вписать то же, что было в названии сайта. Вся вот эта информация, которую я показал, нужна именно для поисковиков, а не для посетителей. Более того, название будет видно только в названии вкладки, а описание вообще нигде не отображается. Но Google его найдет, прочитает и будет выдавать сайт в поиске на все слова, которые сюда вписаны. По-умному это называется мета-описание, и сейчас мы его сделали в целом для сайта. Но нужно его прописать для каждой страницы. Футер везде одинаковый, а название и описание прописывается либо при создании страницы, либо потом можно зайти опять же в настройки и выбрать массовое редактирование. И здесь уже все спокойно заполнить по всем правилам. Теперь давай перейдем к текстам, которые увидят уже не только Google с Яндексом. Просто написать «живу в Астане» и «фотографирую», к сожалению, недостаточно. Такое сработает только если ты единственный фотограф в городе. Нужно, чтобы на сайте были тексты с ключевыми словами. Что такое ключевые слова, я думаю, знает каждый, кто имел дело с Инстаграмом. По сути, это хэштеги, только оформленные логичным языком, как обычный текст. Для примера давай возьмем мою страницу с услугой индивидуального разбора фотографий. Представим, что ты начинающий фотограф и хочешь, чтобы твои фотографии разложили по полочкам с точки зрения композиции, цвета, обработки. Вряд ли ты будешь писать «ищу фотографа». Так же, как и те, кто хотят семейное фото, не пишут в поиске слово «портфолио». Ты сформулируешь конкретный запрос – индивидуальный разбор фотографий. И Google или Яндекс начнут искать на него ответ. Если на моем сайте нет этих слов, то он покажет те, на которых есть. Поэтому тексты должны иметь четкие формулировки. Как бы искал именно твой клиент? Думай, как он. Как бы ты сам искал такого фотографа, как ты? Поэтому использовать какие-то пространные тексты, вроде «оживляю эмоции», «делаю снимки влюбленных сердец», приведут к тебе тех, кто искал билеты в цирк
и МРТ сердца. Кроме названия должна быть и вся остальная структура. Заголовок, подзаголовок, текст. У каждой из этих категорий есть свой вес для поисковиков. И заголовок, конечно же, самый заметный и важный. Хочешь понять, как улучшить свои снимки? В этом предложении я сразу говорю основную мысль, для чего это вообще нужно. А дальше уже рассказываю более подробно, используя ключевые слова. Свет, композиция, обработка, начинающий фотограф. При этом текст не звучит как сообщение, написанное для поисковых роботов. Дальше идет структура сайта. Текст должен быть разбит на понятные блоки. Как проходит разбор по шагам, что входит в услугу, кто я такой, как это будет выглядеть и, конечно, ответы на популярные вопросы и цена. Каждый из этих блоков помогает и читателю, и поисковику. Чем проще и логичнее текст, тем выше шанс, что человек найдет его по нужному запросу. Если тебе кажется, что все это сложно переложить именно на поиск желающих купить фотосъемку, то просто поставь себя на место человека, который ищет фотографа. Какие бы ты слова написал в запросе и какие вообще вопросы у тебя есть. Если ты заранее ответишь на них прямо на странице, то это очень сильно повысит твои шансы быть увиденным. Ведь именно так работает хороший SEO. Ты помогаешь поисковикам лучше понять, кто ты и чем полезен. А значит, они с большей вероятностью покажут тебя тем, кто ищет именно такого фотографа, как ты. Для фотографии нужно обязательно прописать альт-тексты. Это текстовое описание твоих фотографий для поисковика, чтобы он понимал, что на них изображено. Если ты когда-нибудь заливал свои фотки на стоке, то уже сталкивался с этим. Добавляются они вот тут. Заходишь в свой фотоальбом и прописываешь текст в специальное поле. Люди приходят на твой сайт не только посмотреть красивые фоточки, а найти информацию, которая убедит их, что они нашли то, что искали. Твой сайт должен вести от интереса к забронировать через понятный, логичный путь. Поэтому на главной странице должно быть написано, кто ты, что делаешь, где работаешь, и должно быть понятно, куда идти дальше. В портфолио, услуги или контакты. А раздел «Обо мне» не должен быть скучным резюме, рассказывающим, где ты учился или, упаси Боже, на что снимаешь. Лучше рассказать, кто ты как человек и с кем или чем любишь работать. В услугах расскажи и покажи свой процесс и ответь на частые вопросы. И обязательно заведи блог, потому что это очень мощный инструмент продвижения. На моем сайте роль такого блога играет раздел «Видео». Там у меня не просто видео с интригующим названием, как на YouTube, а уже более понятные заголовки. И обязательно с текстовой, SEO-оптимизированной расшифровкой ключевых моментов. Но ты можешь писать сюда небольшие заметки или статьи с полезными материалами на популярные темы среди клиентов. Тренды фотографии, лучшие локации можно посмотреть в WordStat, что вообще интересует людей, и написать про это статью с использованием ключевых фраз. Если же тебе лень писать длинные тексты, то, во-первых, я тебя не осуждаю, а во-вторых, можно публиковать мини-отчеты о прошедших съемках, выбрать несколько лучших кадров и добавить пару строк текста с местом съемки и ключевыми словами. Потом отправить это клиенту, а он отправит своей маме. И у тебя получится органический трафик и рост посещаемости. Обязательно связывай страницы между собой при помощи ссылок, чтобы из блога читатель мог одним нажатием попасть в твои услуги. Из раздела «Обо мне» посмотреть твои работы. А из услуг нужно обязательно выводить людей на форму заявки. Это поможет не только получить клиента, но и покажет поисковикам, как устроен твой сайт. Составит для него карту. А сейчас краткая карта для тебя. Что ты можешь проверить прямо сейчас на своем сайте и сразу исправить. Кстати, если у тебя нет сайта, то в описании моя реферальная ссылка на Вифолио с 50% скидкой на первую годовую оплату любого тарифа. Есть бесплатный триал на 8 дней. А если этого будет мало, то напиши в поддержку, и они его продлят. Добавь понятные заголовки на каждую страницу. Перепиши первые абзацы по схеме. Кто ты, что предлагаешь и кому. Добавь хотя бы одну внутреннюю ссылку на каждую страницу. К изображениям добавь альт-тексты. Почисть меню и убери оттуда все лишнее. Оставь только то, что ведет к действию. А потом проверь, как сайт отображается на телефоне. Все ли там работает удобно. Когда все это распишешь и настроишь, не забывай периодически обновлять сайт. Можно раз в неделю, но стабильно. Это могут быть просто несколько новых фотографий, но обязательно с альт-текстами. А лучше добавить новую полезную статью, чтобы поисковики понимали, что сайт живой, что там что-то шевелится, и продолжали его индексировать, понимать и показывать тем, кому это нужно. В общем, SEO – это не какой-то лайфхак, это последовательность действий, чтобы поисковики и люди тебя понимали.
Лайк, подписка, колокольчик. Ссылка на Телеграм и Инстаграм в описании. Заходи, чтобы поздороваться. Пока.